Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами миссис Бакор. Сегодня я покажу, как сделать вот такую симпатичную заставку с треугольниками. Для начала нам понадобится задний фон нашей композиции. Свой я сделала в программе Adobe Illustrator. Здесь, как вы видите, у меня несколько фигур разного размера, формы и залитых разным цветом. Нарисовать их очень просто. Используем инструмент Pen Tool. Покажу на небольшом примере. Создадим новый слой Layer 2. Этот скроем, чтобы он нам не мешал. Выбираем Pen Tool. Выбираем какой-нибудь цвет ему. Ну и чуть-чуть потолще сделаю. Рисуем треугольник, любой абсолютно формы. От него рисуем еще один и еще один. И таким образом заполняем все пространство нашей рабочей области различными фигурами. Основной принцип вы поняли. Затем заполняете их различным цветом, любым по вашему усмотрению. Следите только, чтобы грани ваших фигур четко совпадали с друг другом и не было никаких зазоров между ними. Таким образом, у нас получается вот такая композиция. Мы ее сохраняем. Файл, экспорт, экспорт as. Программа по умолчанию предлагает нам сохранить в формате JPEG. Напишем, что мы сохраняем задний фон, background. Обязательно ставим галочку вот здесь Use Artboards. Так как мы рисовали на одном артборде, здесь мы больше ничего не меняем. Это нам нужно для того, чтобы наша композиция сразу обрезалась по границе артборда. Нажимаем кнопку «Экспорт». Здесь он нас спрашивает дополнительные параметры. Все оставляем по умолчанию. Нажимаем «Ок». Супер. Наш задний фон сохранился. Вы можете видеть, что все четко обрезалось по границе артборда. Отлично. Теперь идем в программу Adobe After Effects. Мы перешли в After Effects. Здесь создадим новую композицию. Щелкаем вот по этой кнопке. Размеры мы оставляем 1920 на 1080. Более здесь ничего не меняем. Так, единственное, поменяем длительность. Вот здесь выставляем 10 секунд. Нажимаем ОК. Отлично. Теперь добавим наш задний фон, который мы только что создали. Для этого правой кнопкой мыши нажимаем вот в этом окне «Импорт», «Файл». Выделяем наш фон. Нам не нужно делать из него композицию, поэтому здесь никакие галочки не ставим. Нажимаем «Импорт». Отлично, наш задний фон добавился. Добавляем его в нашу композицию. Немного уменьшим его размер. Для этого выделяем наш задний фон. Нажимаем на клавиатуру кнопку S, английскую, Scale. И меняем его размер, просто потянув. Либо можно просто кликнуть на числе и вручную его поменять. Так, меня устраивает число 24. Таким образом, наш задний фон полностью поместился в нашу композицию. Мы хотим сделать линии, которые будут появляться и исчезать в зависимости от нашей геометрии на нашем заднем фоне. Для этого я опять же использую инструмент Pen Tool. В данной программе это уже кнопка G на клавиатуре. Выбираем его. Мы нарисуем наш первый путь, который будет рисовать наша линия. Нажимаем точку и ведем его по нашему рисунку.
здесь у нас не совсем правильно. Если у вас вот так получается, fill чуть повыше мы должны отключить, none поставить, а строк, наоборот, выбрать обычную. В данном случае она у нас по умолчанию вот серого цвета, но нам нужно, чтобы она была белого. Нажимаем на окошко рядом с надписью строк. У нас появляется окошко Snap Stroke Color. Выбираем здесь белый цвет. Нажимаем ОК. И проверьте, чтобы вот здесь у вас стояло число 8. Это ширина нашей линии. Так, отлично. Создадим еще несколько таких линий. Выбираем инструмент Pen Tool и описываем следующий треугольник. Отлично. И как вы можете видеть, снова появился Shape Layer. И вот у нас уже две линии, которые у нас будут появляться. Точно таким же образом рисуем все остальное. Здесь я немножко ускорю и обрисую все фигуры на нашем фоне, так как мне бы хотелось это видеть. Так, супер, я закончила рисовать все наши линии, обводить все наши фигуры. У меня получилось 12 шейп-лееров. Теперь добавим некоторые эффекты, чтобы это выглядело более красиво. Идем в эффекты и пресеты и добавляем эффект Glow. Выберем первый слой и добавим на него эффект Glow. Радиус мы здесь поменяем на 56 и чуть-чуть добавим интенсивности. Продублируем наш эффект. Для этого выделяем его и нажимаем на клавиатуре сочетание клавиш Ctrl-D. Здесь мы также изменим только радиус. Будет 100. И еще раз продублируем. Снова Ctrl-D. И теперь сделаем радиус где-то 250. Отлично. И теперь добавим еще один эффект. Radial Fast Blur. Добавляем на наш слой 1. И здесь мы немного изменим параметр Amount. И Zoom у нас будет отвечать за Brightest. Отлично. И теперь добавим все эти эффекты на каждую нашу линию. Сделать это очень просто. Выделяем наши эффекты. Выделяем один. Зажимаем кнопку Shift на клавиатуре. Выделяем последний. Нажимаем Ctrl-C. Теперь выделяем точно так же наши слои. Вот они все выделились. И нажимаем сочетание клавиш Ctrl-V. Отлично. Как вы можете видеть, все наши линии стали сияющими. У каждого шейпового слоя, который отвечает за определенную линию, появились все наши эффекты. Теперь приступим к анимации. Разделим их на 3 группы, которые будут появляться друг за другом. Я сделаю по 5 слоев, выделяем их, нажимаем на правую кнопку мыши и выбираем меню Pre-Compose. Назовем ее Precomp 1. При этом проверьте, чтобы стояла вот здесь галочка, чтобы все атрибуты наших слоев перешли в нашу новую композицию. Нажимаем ОК. Выделяем 6 и 10. Pre-Compose. Назовем их 2. И последние 2 слоя. Также сделаем Pre-Compose. Они у нас будут появляться последними. Так, супер. Теперь настроим появление и исчезание наших линий, то есть их анимацию. Уберем пока вторую и третью композиции. Откроем первую. Для удобства можем добавить также наш слой PG, чтобы нам было видно его. Как и ранее, поменяем его размер на 24% оставим. Так, и теперь настраиваем анимацию наших слоев. Ну, начнем с первого. Уберем пока остальные, чтобы они нам не мешали. Будем анимировать вот эту линию.
Как мы видим, если мы зайдем внутрь слоя, нажав вот на эту стрелочку вниз, мы видим, что Shape Layer как раз содержит параметры нашей линии. Чтобы ее анимировать, мы должны добавить так называемый аниматор. Добавить его очень просто. Нажимаем на кнопку Add вот здесь. И мы как раз добавляем Trim Path. Так, вот он, наш аниматор здесь добавился. Trim Path 1. Выбираем его. Итак, мы будем анимировать нашу линию. Анимировать мы будем по позициям Start и End. Ставим первый ключ в нулевой отметке. Ключ. И ставим на старте 0. То есть в самом начале мы хотим, чтобы у нас ничего не было видно. И я хочу, чтобы вся наша композиция проявилась приблизительно вот к этому моменту. Здесь у нас старт будет 100. То есть вот за это время наша линия будет постепенно обрисовывать контур нашей фигуры. Теперь чуть пораньше мы начнем убирать кончик нашей линии. Так, вот здесь ставим первый ключ на отметку End, конец. Ну, вся наша анимация появления и исчезания линии будет длиться 6 секунд. И как раз вот к 6 секундам я поставлю End 100. Таким образом, как вы можете видеть, линия у нас постепенно появляется. И вот как раз с этого момента, где мы поставили ключ, окончание нашей линии начинает за ней как бы следовать, постепенно исчезает за 6 секунд. Это все отлично. Выделяем все наши ключи. Нажимаем клавишу F9 для того, чтобы все наши ключи приобрели параметр Easy Ease. И таким образом наша анимация станет более плавной. Сворачиваем наш слой. Нажимаем клавишу U, чтобы увидеть только не все параметры, а только те, которые у нас конкретно анимированы. И я еще хочу анимировать параметр Opacity. Нажимаем кнопку T на клавиатуре. Появляется параметр Opacity. Я хочу, чтобы как раз где-то вот здесь вот наша линия приобретала, ну, как бы она была бы стопроцентно видимая, наоборот. И теперь где-то вот посередине композиции opacity будет равно. И таким образом наша линия вот из стопроцентно четко видимой начинает постепенно как бы исчезать и совсем сходит на нет. Отлично. Также выделяем наши ключи, нажимаем клавишу F9. Снова выделяем наш первый слой, набираем клавишу U. Теперь применим нашу анимацию ко всем остальным слоям. Выделяем все наши ключи. На клавиатуре нажимаем сочетание клавиш Ctrl-C. Выделяем оставшиеся слои и нажимаем клавишу Ctrl-V. И снова теперь сделаем наши слои видимыми и посмотрим, что у нас получилось. По-моему, получилось очень даже симпатично. Итак, чтобы перенести нашу анимацию на все остальные композиции, выделяем снова наш Layer 1, клавиша U на клавиатуре, выделяем наши ключи, нажимаем Ctrl-C, копируем их, возвращаемся в нашу основную композицию 1, выбираем нашу подкомпозицию 2, двойной клик на нее, выделяем наши слои. Проследите, чтобы вот этот ползунок был у вас в начале композиции, и только тогда добавляйте анимацию. Если ползунок будет не в начале, то наша анимация добавится с того момента, на котором он установлен. Например, сейчас он установлен в позиции 24 кадра. Нажимаем Ctrl-V, нажимаем кнопку U на клавиатуре и видим, что вся наша анимация добавилась не как у нас ранее было, да, в подкомпозиции 1 с начала, то есть с нулевого кадра, а именно с той позиции, где у нас был установлен этот ползунок. Нам это, конечно, не нужно, нам нужно, чтобы она начиналась именно с нулевого кадра. То есть нажимаем Ctrl-Z, чтобы все отменить. Возвращаем наш ползунок в нулевую позицию и нажимаем Ctrl-V. И теперь, как вы можете видеть,
наша анимация добавляется как раз с нулевого по 6 кадр. Свернем все наши слои. Снова возвращаемся в композицию 1 и добавляем нашу анимацию теперь в подкомпозицию 3. Здесь у нас 2 слоя всего. Выделяем их. Снова проверяем, чтобы ползунок был в нулевой позиции и нажимаем Ctrl-V. Возвращаемся опять же в композицию 1. В композиции 1 можем удалить, а задний слой он нам уже здесь не нужен. Но, во-первых, нам нужно, чтобы наши линии появлялись бесконечно. То есть нам нужно зациклить наше появление. Для этого используется функция TimeRemap. Сейчас покажу, как мы будем ее использовать. Перейдем в подкомпозицию 1. Выберем ее вот в этом окне. Нажимаем на правую кнопку мыши. И выбираем Composition Settings. У нас появляется окно. И все наши подкомпозиции у нас по умолчанию длятся ровно столько же, сколько и основная композиция. Длилась она у нас 10 секунд. Мы выбираем 6, нажимаем клавишу ОК, переходим в композицию 1, и как вы видите, полная длина нашей композиции стала 6 секунд. Отлично. То же самое делаем с подкомпозициями 2 и 3. Чтобы наша композиция была более полной и динамичной, увеличим время основной композиции. Нажимаем опять Comp1 Composition Settings. Выберем, например, 60 секунд. Полностью выделим всю длину. Первым делом выделяем нашу первую подкомпозицию под номером 1. Нажимаем правой кнопкой мыши по слою и добавляем Time, Enable Time Remapping или Ctrl-Alt-T. Как вы видите, у нас добавилось 2 ключа. Что мы должны сделать? Во-первых, задний фон мы продолжим до конца нашей композиции. Для этого просто потянем за конец слоя и до конца его доведем. Так, мы добавили Time Remap, но как вы видите, наша композиция еще не зациклена. То есть вот она проигрывается один раз и все. Добавим выражение нашему слою, выделяем его. Нажимаем вот на этот значок. Появляется вот здесь вот стрелочка, нажимаем на нее. Итак, добавим выражение нашему слою. Нажимаем вот здесь вот на треугольник. Property, свойства. И мне нужно Loop Out. Loop как раз это зацикливание. Выбираем, появляется выражение. Мы как раз выделим наш слой до конца, раздвинем его. И вы можете видеть, что теперь наше появление линий, оно происходит постоянно. Добавим тот же самый эффект. Теперь на наши следующие слои сделаем видимым слой 2. Я хочу сдвинуть его на 2 секунды. Также добавляем на него эффект Time Remap. Нажимаем вот здесь на спиральку, на стрелочку вниз и Expression, Property, Loop Out. Раздвигаем наш слой до конца. Отлично. И теперь то же самое делаем с слоем 3. Так, отлично. Таким образом у нас получилась зацикленная композиция. Чтобы наши линии лучше выглядели на композиции, мы вот здесь в окне мод поменяем режим наложения на скрин. Таким образом наши линии будут чуть более сглажены и будут гораздо более интереснее выглядеть. Сейчас я сделаю пререндер, чтобы показать вам, как это будет выглядеть в конечном варианте. Отлично, по-моему, получилось очень даже супер. Если данный видеоролик был для вас полезен, поставь палец вверх и подписывайся на мой канал. Если остались какие-то вопросы, обязательно напиши в комментариях, все буду читать, всем отвечу.
Ну а я увижусь с тобой уже в следующем ролике. Пока!